Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Сегодня мы поговорим на тему самоубийства. Может ли человек совершать самоубийство в своей жизни или нет? Скажу прямо и открыто. Да, человек может это делать. Но для него это будет очень губительно и не полезно для его рода, для программы, которую его душа выполняет. И тяжелые испытания придется пройти, хочет или не хочет эта душа. Начнем по порядку. Имеет ли человек право? Да. Человек совершает самоубийство, и что на это влияет? На это влияет прежде всего энергия человека. Человека обнимают и съедают, и управляют низкие вибрации в этот момент. Это неплохо, это нехорошо. Человек сам добровольно, своей жизнью, своими поступками, своими мыслями призывает эти низкие вибрации. Осознанно редкие могут люди призывать, это какие-то маги, правители. Они могут осознанно призвать эти энергии, чтобы они им помогали. И они помогают. Но я говорю, это удел не слабых. Ну пусть будет как будет. Не будем никого обижать. Даже низкие вибрации не будем обижать. Самое важное. Не обижайте ничего и никого. Не низкие вибрации, не высокие вибрации. Пусть все будет так, как сотворил Создатель. Наша задача научиться чувствовать и понимать эти вибрации в жизни. Это наша человеческая задача. Не осуждать их, не бороться, а научиться с помощью чужих примеров, своих примеров, книги, которые люди писали, научиться и познать себя. Это для тех, кто желает. Низкие вибрации входят в сознание человека, и они почти руководят на 100% сознания человека. Он подчиняется им, становится рабом, так как он отдал свою машину в те руки низких вибраций. Это разные энергии. Рыжик, ты задницей стал. Заходи, садись. Это разные энергии. Они дают мысли, желания. У человека сгущаются тучи, ему не хочется жить, просто становится ситуация невыносимая. Это низкие вибрации. Можно это изменить? Да, это можно. Молитва, осознанно принятое решение, чтение книг на первом этапе, вера начальная, потом уже человек получит знания. И человек даже в тяжелой ситуации может повысить свои вибрации. Скажу один маленький пример. Это не хвастаюсь я, а пример на своих знакомых, которые проживают очень нелегкий период сейчас в Донецкой Народной Республике, или в Донецке, как в Украине, или в Донецкой ССР, или на определенном участке планеты Земля. Проживают нелегкие условия. Мама моя уже 10 лет. С начала революции родители, близкие, друзья. И я заметил одно, что все зависит от вашего восприятия. Могут быть они счастливы? Могут. Они счастливы, они не жалуются, они не плачут, они никого не обвиняют. Но 10 лет 2014 года они уже пребывают, вы понимаете, в каких ситуациях. И стекла вылетали, и что только не было. И забитые окна были, понимаете? И взрывалось рядом. И летают над головами постоянно, в каждодневной жизни, снаряды. Там нет правых, не виноватых. Это испытание. Они его проходят с достоинством. Это я могу сказать, даже если вы сейчас смотрите меня, поверьте, это очень важно для ваших душ. Они
переживают, они многое еще не осознают. Но по мере взросления и осознания ихнего сознания, они все поймут, как эта война, тяжелые испытания, помогли им пробудиться. Не будь этой войны, они не смогли бы пробудиться. И почти пробудиться. Одни пробудились, вторые на подходе. Каждый находится на разной ступени духовного осознания. Это очень важно осознавать. Тяжелые испытания, очень тяжелые, на грани смерти. Им говорю так: если вы будете в молитве, в осознанности, вас в обиду не даст наш род. И все будут живы. И проходить тот этап, который ему уготован. Если человек не будет выполнять задачи, он легко может быть убран в другое состояние. Но это тоже неплохо, поймите. Смерти как таковой нет. Важно, куда ты потом попадешь после так называемой смерти. Я называю это уходом. После ухода каждая душа попадает в разные состояния. Я понимаю, что Творец один, нирвана одна, человек попадает в это состояние. Но прежде чем туда попасть, вы окажетесь еще в такой жизни. Вы попадете к Богу обязательно. Но только где будут условия еще жестче. Гораздо жестче. И выбор у вас будет гораздо меньше. Помните, Создатель великий. Он может создать все, что угодно. И если Он оживляет сейчас нас с вами, в эту секунду, сейчас, вас и меня, и Рыжика, Он может создать любую реальность для любой души. Это не понадобится никаких больших затрат и времени. Реальность будет у человека сама создаваться. Даже Создатель к этому не приобщается. Душа естественным образом, знаете, как компьютер, будет очищаться. Ее кинут в другую реальность, она там будет опять барахтаться, мучаться, пока не осознает, что надо выполнить то, что она захотела и ей поручено. Кто живет при жизни в высоких вибрациях, в осознанности, они попадают в ангельские состояния, в более высокие, где уже меньше будет неосознанных людей, больше осознанных. Они будут углубляться и там проходить осознанно те вещи, которые не доработали. Кто в низких вибрациях, я им сочувствую. Кто употребляет алкоголь, осуждает, сильно все мне нравится, непринятие жизни. Это самый страшный грех, один из самых страшных. Это стоит до убийства даже. Потому что сначала идет неприятие, а потом убийство. И я, значит, выношу непринятие на первое место. Жизнь создана, а вы ее не принимаете. Это первый показатель и первый намек Создателю, что Он создал сегодня не такую жизнь для вас. Вам она не нравится. То, что вы ожили сейчас, вы сами этого не делаете. Это создает Создатель. Вы не принимаете. У вас нет на то оснований, потому что у вас не хватает того-то, того-то. Потому что снаряды летают, да, ну вот все-то они все такие вот, ну ужасные. А если бы не снаряды, я жил бы в раю. Я был бы счастлив. Нет. Я наблюдаю людей, которые в раю и несчастливы. Постоянно. Но иногда называю рай Бали, такие очень красивые места, прекраснейшие, где только получаю удовольствие. Но нет, здесь также люди ноют и грустят. Понимаете? И все это зависит от внутреннего состояния. Но я говорю не за местных, за всех, кто приехал. Им все не нравится. Все не нравится, что создал Создатель. Понимаете? Соответственно, они пожнут плоды потом те, которые они сами создают. Важно в нашем деле, в нашей жизни, создавайте
хорошие плоды. Сейте в добрую почву, в свою душу, чтобы она была подготовленная к принятию высоких вибраций. Это тоже кропотливый, очень тяжелый труд. Но за труд всегда будет награда. В школе это была 5. На работе это хорошая зарплата. В духовном мире это счастье вечное. Я этим делюсь, потому что, очень хочется от всей души, чтобы эти слова помогли вам, укрепили, дали какую-то новую информацию, чтобы вы смогли расцвести сами в себе, не жалуясь на жизнь в любых состояниях. Мои близкие, родные, мама и папа, не жалуются. Они проходят очень тяжелые испытания. Я им помогаю. Но они счастливы. Понимаете? Я хочу, чтобы и вы были счастливы в душе. Мир, любовь вашему дому. Я не желаю, чтобы вы воевали. Я желаю, чтобы вы любили. Но если происходят события, примите их. Научитесь в этот момент разумно воспринимать реальность. Что вас жизнь учит, направляйте мысли, старайтесь понять каждый день. И у вас это все получится. Помните, вашими мыслями и поступками дорога в рай вымощена будет. В этих словах сказано все, вся мудрость нашей жизни. От ваших поступков, от ваших мыслей зависит ваше счастье здесь на земле и в будущих состояниях. Всем мира добра. Уважаю, люблю. С уважением, Михаил. Рыжик, тебе понравилось? Ты забалдел, родной? Ему тоже понравилось.